ТикТок. Бездонная клака, прямо как параша в деревне, в которой собираются разные существа любого пола и возраста. ТикТок — вещь, которая породила у современной молодежи клиповое мышление, где человек не может воспринять информацию больше 15 секунд. Сегодня я, как дед, которому на минуточку 90 плюс лет, решил зайти в эти ваши диксаки, дабы посмотреть на местных обитателей и понять, что собой представляет самая дружелюбная платформа в мире. Приятного просмотра. Вначале я решил вбить хэштег «За Россию», ведь где, как у невысокоинтеллектуальных политиков, можно найти кучу действительно полезной и, главное, правдивой информации. И среди кучи эдитов с Путиным я все-таки нашел что-то интересное. Прошел всю Великую Отечественную войну. И до 53-го года гонял по украинским лесам фашистскую нечисть под названием Бандеровск. Теперь я славный продолжатель этой традиции. Теперь наступило мое время. И своего прадеда я не опозорю. Твой прадед, конечно, молодец, но, скорее всего, он гонял не фашистскую нечисть, а белочку после ярой пивнухи со своим корешем, ака сладеньким Григорием. Чуваку пожелаю поскорее дойти до конца своей жизни, а мы переходим к следующему видео. Согласен, за Россию там... что там дальше-то было? Забавный прикол, если заменить текст видео, то оно станет в разы смешнее. Вот я же говорю, что оно смешнее станет. Почему русские так медленно действуют? Почему они так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну. Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело. Это полное уничтожение инфраструктуры. Это полное уничтожение городов и так далее и тому подобное. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру, и второе, мы пытаемся сохранять человеческие жизни. Ну да, пытаетесь. Ибо вы хуёво пытаетесь, ибо вы нагло пиздите. Я, конечно, не собираюсь умничать, но вы увидели Бахмут, Мариуполь, Авдеевку. Смотреть политические видео всегда сложно, особенно когда это лютая пропаганда для умственно неполноценных. Так что я решил перейти на что-то полегче и вписал в строку поиска феминизм. И знаете, на мое удивление было много видео, с тезисами которых я согласен. Но как же без говна? Absolutely not. No, not in any scenario? No. What if they're too poor to raise it? No. What if they're a minor? No, still not. What if you were married and you got another woman pregnant? Если не брать в учет, что снизу есть бесполезная вещь в виде этой женщины, которая, наверное, тут по приколу, ну или для того, чтобы отобрать все желание смотреть это видео, ладно, если бы она хоть какие-то мысли излагала, но нет, на протяжении всего видео она просто смотрит в камеру и молчит. А давайте я начну в свои видео вставлять видосики, где какие-то полуфабрикаты режут мыло и суют себе лизун в вагину. А так, суть оригинала неплохая. Что, правда можешь обсудить со своим парнем все что угодно? Ну да. И даже прокладки? Господи, ну да, а что в этом такого? Может, ты и волосы на ногах от него не прячешь? Да мы давно соревнуемся, у кого они длиннее. А может, ты в туалет при нем ходить не стесняешься? А ты что, стесняешься, что ли? Ты ходишь при нем не крашеный, с грязной башкой? Да и не только при нем. Ну и дура. Нельзя мужику все карты раскрывать. Больше на тебя. Я тоже могу обсудить со своим парнем прокладки, но мы этого не делаем, ведь очевидно, что нужно брать always. Кстати, хочу показать один лайфхак для всех парней и девушек. Короче, это называется бритва. И она умеет брить. Так что я не смогу соревноваться с вами в длине волос на ногах. И да, не забывайте мыть голову хотя бы раз в 3 дня. А то вместо того, чтобы стать сильной и независимой, будьте как обычный фанат Хойки или Геншин Импакта. Обожаю Геншин Импакт. Ух, сука. Ладно, если это были бы слова обычной феминистки, но есть одно но. Данная особь в своем ТикТоке рассказывала про объективацию женского тела, мол, это так ужасно, а мужики вообще свиньи. Протагонисту шутила, ведь ее мнение заведомо наполнено двойными стандартами. Действительно, почему? Вопрос остается открытым, как и мои комментарии, где вы можете написать, как вы меня любите или хотите, чтобы я поскорее сдох нахуй, блять. Простите, не хотел вас обижать. Эй, короче, очередной вопрос в стиле «А где вы были все эти 8 лет?» Я, конечно, понимаю, где она взяла информацию, что именно Украина обстреляла выше перечисленные, но что-то мне кажется, что все было как раз-таки наоборот. А в конце я решил поговорить о мемах, ну и смешных тут довольно мало. Мемы — это вообще тема довольно интимная, у каждого свое чувство юмора, кому-то нравится черный, кому-то черный юмор. Но единственное смешное и одновременно криповое видео я нашел с каким-то папуасом, который старается косплеить белого человека. Не, ну сука, реально криповая хуйня.
Всем спасибо за просмотр, желаю здоровья, фэмбоя, до новых встреч. Ой, блядь, ну это пиздец. Ай, да заебали мне писать, сука, я из-за этой хуйни уже 3-й раз эту хуйню перезаписываю, блядь. Ой, блядь, рюкзак, идите нахуй.